на что все пялятся. Так что будьте осторожны, не ведитесь на это, да, Жулян? Что-то знакомое. Парковка по-итальянски. Как ездят в Италии. Глаза, оливки, язык, колбаска. И всем привет! Из Италии! Мы наконец-таки брались и наконец-таки добрались, да, до Милана. Посмотрите, какая позади меня огромная арка. А мы направляемся в центр. Конечно, большие города чем-то и хороши, но явно не для туристов. Потому что пока дойдешь до центра, уже ничего не хочется. Еще и дождик начинается. Надеюсь, что дождик так и не начнется, потому что он будет вообще совсем не кстати. Такого масштаба мы давно, конечно, не видели. Сколько же оно метров в высоту? Жуляна, ты не знаешь, сколько оно метров в высоту? Нет, у меня здесь не. А ну покажи, какая у тебя футболочка. Какая крутая. Хоп, теперь я ее одел. Теперь Жуляна одела. Примерно вот так выглядит Милан в летнее время. Правда, сегодня все тучками затянуло, но тем не менее. Поэтому у нас фотографии будут не в очках, а можно будет увидеть наши лица в нашем инстаграме совсем скоро. Жуляна у нас местная достопримечательность, сзади нее толпа туристов. Жулян, повернись. На тебя все попялятся. На самом деле, вот на что все пялятся. Ну что, вот и добрались мы до, наверное, одной из главных площадей в Милане, да? И чем-то, я не знаю, мне, как кажется, напоминает все это Вену. Вот есть такое какое-то сходство. Нету? У меня немножко есть. Но все равно, да, ладно, все. Это не Вена, потому что в Вене нету пальм. Позади меня пальмы даже здесь растут. Очень много туристов, людей. Место, конечно, очень хорошее. Правда, немножко суетное. Но чернокожий молодой человек подошел к но тем не менее очень красиво. Жулян, как тебе нравится? Как тебе? Мне, да, нравится, пока что интересно. Но я хочу винца уже. Винца. Да, мы уже второй день. Ничего не едим. Третий. Мы второй день в Италии, или третий даже, или второй? Второй. Второй день в Италии и так и не попробовали вино, потому что просто не успеваем, нету времени. Пиццу попробовали, кстати, но вот вино еще нет. Но мы не ту пиццу попробовали. Да, поэтому мы сейчас погуляем, нагуляемся здесь и пойдем в кафешку, сядем, наконец-таки испробуем настоящего итальянского вина. Итальянского вина и, конечно же, еще пиццу. Или пасту. Ребята, если кто часто смотрит меня, то все уже, наверное, знают, что я очень-очень люблю пальмы. И как ни странно, в Милане есть пальмы. И мы сейчас направляемся прямо к ним. Какие маленькие пальмочки. Наверное, за ними надо очень хорошо ухаживать, да, чтобы они здесь росли. Очень много чернокожих людей, которые вам пытаются впарить какие-то куски ниток за 2 евро. Так что будьте осторожны, не ведитесь на это, да, Жулян?
Наши друзья повелись. Повелись, купили себе 2 ниточки за 2 евро. Просто обычная нитка. Вот как вы шьете что-нибудь, она и говорят, типа, для чего, Жулян? Для большой любви. Для большой любви и 2 евро. Так что Знаешь, как смотрите. на здоровье там вешают, все такое вот. Ну, это Небольшой лайфхак тем, кто собирается в Милан, может быть, либо думает, что собирается, но не собирается. Короче, небольшой лайфхак тем, кто поедет в Милан. Остерегайтесь чернокожих, в основном на площади, потому что они там впаривают всякие ненужные вам вещи. Далее еще есть некоторые люди. Пока вы будете стоять там, сувениры смотреть, они к вам подходят плотно-плотненько сзади и начинают ковыряться у вас в сумке, в карманах и где-либо прочее. Потому что мы сейчас стояли в сувенирке, и вот именно с нами так и произошло, но благо мы заблаговременно все увидели, прям к ладу плотно-плотно сзади какой-то товарищ подошел, и ну практически, потом я обернулся, он, короче, успел, вовремя среагировал, я бы так сказал, поэтому будьте осторожны. О, как это так? Мы привыкли везде видеть достопримечательности, какие-то монументы, скульптуры. Может быть, они новые, может быть, они старые. Но то, что мы нашли в Милане, посмотрите. Я думаю, вы узнали в этом жесте что-то знакомое. Сейчас мы попадаем в пространство Италии древней, для нас древней, старинной, я так могу сказать. Пойдем. Также в Милане есть вот очень-очень хороший, красивый парк, в котором мы сейчас, кстати, и находимся. Люблю города, в которых есть отдельно большой и зеленый парк. Это, конечно, придает небольшой колорит такой городу, когда в нем есть большой парк, как в Нью-Йорке, как в Варшаве. Также в Милане тоже здесь парк есть. Парковка по-итальянски. Здесь так, а здесь вот так. Интересно, как он будет выезжать. Максимальная компактность, как ездят в Италии. Машинка колобок. Занимает третью часть парковочного места для стандартной машины. Это смарт. Это нет. Это нет. Не смарт? Двухместный, кстати говоря. Грация. Как тебе итальянская пицца? Браво, 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 Италия. Белиссимо. Белиссимо. На самом деле они очень сытные, да? Хоть они продаются... Я могу тебе дать потрогать свой живот, и ты подумаешь, что у нас скоро будет ребенок. Какой? Пиццонок? Глаза оливки. Пиццонок. Глаза оливки, язык колбаска. Нос сырный.
Ну, прям, просто я была очень голодна, у меня живот был прям возле позвоночника где-то. Потом мы сели, я съела вот такой вот кусочек. Я поняла, что ну все, я наелась. Но меня было не остановить, пицца была такая вкусная. Мы еще в кафешке посидели, познакомились там с русскими, которые уже 4 года здесь живут в Милане. Они говорят, просто самая крутая пицца вот из вот этого вот места, из центра, в этом заведении. Нам просто нереально фартануло. Кстати, там недорого и очень-очень вкусно. Она была такая вкусная. И вот такая вот пицца огромная вообще. Ну, мы по сегментам покупали, потому что мы все не съесть, естественно. Вот такие вот дела. Сейчас мне Милан стал нравиться немного больше после того, как я поела. Осталось только попить. Не знаю почему, но все-таки Милан у меня больше ассоциируется с городом Вена. Но вот как-то он немножко похож. Тут также очень много больших, массивных, красивых зданий, прям как в Вене. Напишите в комментариях, с каким городом у вас ассоциируется Милан. Интересно будет почитать. Юлиана, у тебя с каким городом ассоциируется Милан? С Миланом. Ну, я не могу ничего сказать по поводу того, на какой он город похож. Пока что мне не кажется, что он похож. Каждый город самобытен. На Вену для меня он на Вену не похож. На Будапешт для меня он тоже не похож. Ну, капелька, может быть. Ну, старые здания, то, что старый город, все центр, он своеобразный, уникальный. Ну что, ребят, на этом заканчивается наше путешествие по Милану. Мы взяли итальянского вина, небольшие закуски, немножко пивка, чтобы наконец-таки сегодня отдохнуть, расслабиться от поездок, всяких разъездов и немножко хотя бы попить вина. Если вам понравился город Милан, поставьте лайк. Также напишите в комментариях, если кто был в Милане, какие места мы не посетили, чтобы был повод вернуться сюда еще раз. Всем пока, до новых встреч!